Здравствуйте, меня зовут Ирина. Лизают. Я опять поправилась. А я говорила, жрать меньше надо. Да сколько не жри. Возраст? Сколько худых женщин в нашем возрасте ты встречала? Да при чем тут возраст? Вон, посмотри, Дженнифер Лопес, 56 лет. А какая фигура? Я не Дженнифер Лопес. Оно и видно. Да нет у меня столько денег и столько времени. Она, небось, Оземпик колет, ты цены на него вообще лишь бы ничего не делать. Вон сковородку картошки нажарила. А тебе бы кефирчику и на беговую дорожку. Не беси меня. Сидела я на этих диетах. Кило сброшу, 2 наберу. Ой, да помню я. Начнешь и бросишь. Шкаф завален юбками, которые тебе малы. Ждут, пока похудеешь. Не дождутся. Ну, не могу я. У меня от голода голова ничего не соображает, и настроение такое, убить кого-нибудь. Опять так всегда плохое настроение. Готовить надо полезную, низкокалорийную еду. И в спортзал любой нормальный человек, который не хочет выглядеть как слоник, ходит 3, а лучше 5 раз в неделю. Что это такое вообще? Полезная еда. Куриная грудка с брокколи на пару семья это есть не будет. Иди ты к черту, вот я сейчас прямо лосины натяну и пойду в спортзал фитоняшек своими женственными формами распугивать. Да я вообще спорт ненавижу, и спина у меня болит, и сил нет, до дивана бы вечером доползти. Так что уж как есть, буду доживать. Подождите, ну зачем такие крайности? Почему обязательно брокколи? Почему обязательно спортзал? Да потому, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Не буду я себя во всем ограничивать. У меня и так не так много радости в жизни осталось. Возьми себя в руки, а то скоро не то, что в дверь, в ворота пролезать не будешь. Мои ворота. Хочу пролезаю, хочу так. Нет. Хватит, стоп, исчезните обе. Привет, меня зовут Ирина, мне 60 лет, и я худею. Не голодаю, не убиваюсь в спортзале, и за полгода уже похудела на 8 килограммов. А те ужасные женщины, это был мой внутренний голос. И я уверена, что ваш внутренний голос говорит с вами примерно так же. Можно ли похудеть в возрасте 45, 50, 60 плюс лет и держать вес? Ну, как обычно, две новости – хорошая и плохая. Хорошая можно и даже без страданий. Я тому пример. Формула баланса энергии съеденная минус потраченная по-прежнему работает. Плохая новость – тратится энергия с возрастом начинает гораздо экономнее. И волшебные таблетки по сходной цене, которая позволит похудеть, не меняя вообще ничего, не вставая с дивана, по-прежнему не изобрели. Об Оземпике я говорить не буду, я сама его не пробовала, и если бы хотели колоть Оземпик, наверное, вы бы меня не смотрели. Вывод. Подняться с дивана придется, голодать и упахиваться в спортзале не нужно и даже вредно. В клубе жизнерадостных дам я поделюсь с вами самым человеколюбивым и действенным способом худеть, увеличивать запас жизненной энергии, улучшать самочувствие и поддерживать форму без самоотречения и потери радости жизни. Скажу сразу, я не врач, не биолог, не фитнес-тренер. Я просто 60-летняя женщина, которая поняла, что если я сама себе не помогу, мне никто не поможет. Все, о чем я буду говорить, это личный опыт и информация, которую я нашла в различных источниках. Источники эти я старалась подбирать по принципу доказательности, то есть проверяла экспертность, образование медицинское, биологическое или спортивное, успешный опыт, репутацию, отзывы. Я залезала даже в научные исследования, опубликованные в различных уважаемых изданиях. Я почерпнула очень много важного и полезного на международной программе по здоровому питанию и образу жизни, на которую меня завело любопытство и разочарование в диетах. Так что все, чем я с вами буду делиться, это мой личный опыт, сверенный с опытом других людей и мнением профессионалов. Но зато я сэкономлю вам кучу времени на поиск и анализ информации и расскажу, что сработало в моем случае, а что нет. И поскольку я самый прокрастинирующий человек на свете, обожающий жирное, мучное и сладкое, если уж я смогла похудеть, вы сможете точно. Ставьте лайк, подписывайтесь, будет интересно. 2 года назад мы с мужем круто поменяли все. Нам обоим пришлось уйти с работы. Мы переехали в другую страну и начали собирать нашу жизнь заново. Это в нашем-то возрасте. Год мы жили на съемных квартирах, и это были далеко не роскошные варианты. На стрессе и неустроенности я набрала 13 килограммов и носила их, не имея силы заняться собой. Сначала мы предполагали, что пойдем работать, и все наладится. Но жизнь распорядилась по-своему. И вот мы находимся в этой точке. Чужая страна, незнакомый язык, съемная квартира, вещи на складе, привычного поступления денег нет,
нужно экономить. В общем, ранняя пенсия, такой модный нынче early retirement, мечта большинства населения в Европе и США. Как по мне, чистая авантюра. До этого я уже поправлялась на 9 килограммов, когда работала на удаленке. Стресс и холодильник так соблазнительно близок, и любая еда доставляется за час прямо к порогу. Тогда я их сбросила, используя интервальное голодание, считая калории и серьезно ограничивая себя в еде. И вот я опять здесь. Вешу на 13 килограммов больше, чем должна, и мое травмированное 5 лет назад с артрозом колено плохо выдерживает дополнительный вес. Я хромаю, одежда не налезает, отражение в зеркале, мягко говоря, не радует, энергия на нуле. Я в депрессии, ненавижу себя. И возвращаться к жестким ограничениям совершенно не готова. Мне и так плохо, и у меня просто нет сил. Уверена, что многие из вас чувствовали то же самое. Для этого даже не обязательно сниматься с насиженного места. Просто с каждым из нас случается жизнь. Мы болеем, взрослым детям и старым родителям нужна помощь, авралы на работе. И вот мы уже жуем на бегу бутерброд, заедаем стресс сладким, а годовой абонемент в спортзал засунут куда-то за ненадобностью, если вообще куплен. Попытка проходить рекомендованные 10 тысяч шагов сдувается довольно быстро. Да и шевелиться внезапно стало тяжело. С лишним весом или без него мы как будто держим тонну камней на плечах, прижимающую нас к дивану. Вроде ничего и не болит, во всяком случае не больше, чем обычно, но сил почему-то нет. Мой случай. У меня так было. Неудачные попытки похудеть еще больше вгоняли меня в депрессию. А дело сдвинулось с мертвой точки, когда я наконец поняла, что все те правила, из которых я исходила, на поверку не больше, чем штампы, заблуждения, мешающие мне увидеть мою бесконечно прекрасную фигуру под жировыми отложениями. Итак, первое и самое главное заблуждение, которое ломало мне все мои начинания, звучит в народе так. Да потому, что без труда не вытянешь и рыбку из пруда. Он предполагает, что для того, чтобы получить заслуживающий внимания результат, надо приложить титанические усилия, а если нет, то нечего и начинать. Иначе говоря, это принцип «все или ничего». Это то, что заставляет нас лежать в сторону результата, мечтать и страдать по невозможности его достичь. То, что заставляет нас клясться, что с понедельника или с Нового года мы обязательно начнем новую жизнь и сбросим 20 килограмм к отпуску. И странно, что это заблуждение настолько живуче, ведь весь наш опыт говорит, что все или ничего обычно заканчивается ничем. Мой собственный опыт. Сначала я ждала, пока у нас появится собственное жилье. Ведь понятно, что в крошечной неудобной съемной квартире совершенно невозможно худеть. Потом я ждала, пока мы купим эллипсоид, потому что, как же худеть-то без эллипсоида? Потом начался сезон праздников и дней рождений, совершенно неподходящее время для любой диеты. Прошло 1,5 года. Наконец, все части моего всего сложились, и я начала худеть. Я выбросила все сладкое и перестала покупать хлеб. Я в одночасье поменяла все питание и строго отмеряла порции полезной еды, на приготовление которой уходило уйма времени. И каждый день по 1,5 часа занималась спортом. Весы действительно сдвинулись с мертвой точки, но потом мы на 2 недели улетели к родным, и все вернулось на круги своя, потому что, как же худеть без эллипсоида, да в непривычной обстановке, да и запал постепенно сошел на нет. Так происходит, потому что все требует собрать всю нашу волю в кулак и держаться на ней неопределенно долгое время. Но наука говорит, что со временем наш мозг начинает уставать, самоконтроль ослабевает, внимание переключается и риск отката растет. И стресс, сопровождающий наши подвиги, а по-другому это и не назовешь, не облегчает нам задачу. Мозг, особенно в старшем возрасте, заточен на экономию энергии, а не на поддержку героических усилий. На самом деле сила воли нужна только для того, чтобы встать с дивана, а дальше нужно совсем другое. Вместо стратегии «все или ничего» делай хоть что-то, но делай планомерно и регулярно. Это сработало в моем случае просто волшебно. Когда эллипсоид постепенно начал превращаться в вешалку для одежды, я пересмотрела свой подход. Мой успешный опыт подтверждает то, что говорят специалисты. Даже 10% усилий приводят к результату. Этот результат не будет такой быстрый и впечатляющий, как 20 килограмм за 2 месяца, но он будет. И потребует значительно меньше героизма. Надо только заменить все или ничего принципом «делай немного, делай, что можешь».
И радуйтесь маленьким, даже микроскопическим результатам. А результат может быть больше, чем один. Вес не единственное, что важно. Еще важно уменьшение окружности талии, бедер и груди, что не всегда будет коррелировать с весом. И, конечно, самочувствие. Не надо ставить труднодостижимые цели и условия. Оцените свои силы и возможности. Выберите посильную цель и для начала небольшое, не страшное действие. И начинайте прямо сейчас. Ни с понедельника, ни с Нового года, ни когда вы купите гантели, кроссовки, спортивный костюм, вы будете посвободнее, закончатся авралы на работе и тому подобное. Правда в том, что вы никогда не будете посвободнее, а авралы имеют свойство никогда не заканчиваться. Просто начните сейчас. Начните делать то, что вам по силам, с тем, что есть. Начните с маленького действия и повторяйте его до тех пор, пока оно не войдет в привычку и не станет частью вашей повседневной жизни. Потом к нему можно будет добавить еще одно маленькое действие и постепенно съесть слона по частям. Мой самый первый шаг была не быстрая ходьба на эллипсоиде 10 минут в день. Можно просто ходить по улице, ну или по квартире. Можно ходить на месте и делать взмахи руками. 10 минут ходьбы – это просто, это не страшно, это не требует специального оборудования и подготовки. И это можно делать несколько раз в день, между делом, когда смотрите кино, например. Я также добавила салатные листья и нарезанные овощи к завтраку. У моего мужа, кстати, салатные листья прижились. Подкормите и вы вашу семью полезными микроэлементами. И я убрала в подвал шоколад, чтобы не натыкаться на него каждый раз, когда я открываю буфет. Меньше искушения. Эти несложные действия принесли мне чувство удовлетворения. Я что-то делаю, я двигаюсь к цели, я взяла под контроль свою жизнь. Если вы прямо сейчас встанете и пройдетесь, может быть, сделаете пару энергичных взмахов руками или пару приседаний, все, вы начали. И не сравнивайте себя с соседкой, женщиной из соцсетей, голливудской актрисой, у них своя жизнь, у вас своя. Сравнивайте себя сегодняшнюю с собой вчерашней. Вчера вы еще только думали, как к этому подступиться, а сегодня вы начали. Вы молодец. Нет, даже не так. Вы потрясающая молодец. Второе мое вредное заблуждение. Чтобы что-то успешно сделать, надо встать утром с желанием свернуть горы. А если такого желания нет, то мне придется сворачивать горы на силе воли, а я уже знаю, что это не работает. Значит, надо ждать, пока захочется. Что получалось на деле? Я встаю с низким давлением, я гипотоник. Все утро я пытаюсь давление поднять и переношу свою активность на после обеда. После обеда, какой спорт? Надо, чтобы прошло пару часов. Потом надо готовить ужин, а вечером уже и неохота. На самом деле все наоборот. Мотивация приходит во время действия. Факт, чем больше мы сидим, тем меньше нам хочется двигаться. Чем больше мы лежим, тем меньше у нас сил. Это то, что мы называем прокрастинацией. Но смотрите, мы прокрастинируем, потому что оцениваем откладываемые действия как напряжное и неприятное. Здесь два возможных решения, и лучше использовать оба. Во-первых, то, что требует больших постоянных усилий, не жизнеспособно. А способов чего-то достичь всегда больше, чем один, и всегда можно выбрать что-то наименее противное. Так что упираться в то, что тяжело и не срабатывает, не имеет практического смысла. Мне нравится эллипсоид, кому-то нет. Кто-то с удовольствием будет танцевать, кто-то плавать, кто-то ходить на дальние прогулки, кто-то просто ходит по квартире и слушает аудиокнигу, кто-то крутит хула-хуп. Найдите свое. В одном из следующих видео я еще расскажу про разные виды активности, которые без труда можно вписать в любую жизнь. Во-вторых, мы уже знаем, что мозг помогать нам не будет. Его цель прямо противоположна нашей, он экономит энергию. Не пугайте его неумеренным энтузиазмом. Наша задача его – обмануть. Та же самая стратегия. Маленькое, не страшное действие легче выполнить. В сезон мы с мужем ездим на море плавать. Море-то 15-20 минут езды. Плавание – отличный способ потратить энергию, не нагружая спину и суставы. Но есть проблема – я не люблю воду. И каждый раз мне ужасно не хочется ехать. Я занята, я не выспалась, вода сегодня не очень теплая, мне неохота мазаться SPF, надевать купальник, мочить волосы, потом все это смывать. И тогда я говорю себе, ладно, я просто посижу на берегу и послушаю подкаст или аудиокнигу, пока мой муж плавает. Это маленькое, не напряжное, не страшное действие, даже приятное, релакс с видом на море. Я сажусь в шезлонг,
Никакого давления. Я просто сижу, дышу морским воздухом, расслабляюсь. Потом мне становится жарко, и я говорю себе: ладно, я просто окунусь, ну, может, доплыву до буйка, если захочу, а не захочу, не буду плавать. И вот я уже в море, и вылезать неохота, и я плыву до рифа, и незаметно втягиваюсь. Это работает именно так. Сначала действие, потом мотивация. В народе аппетит приходит во время еды. Третье заблуждение, стоившее мне многих мук. Чтобы похудеть, надо отказаться от калорийных, но таких любимых вкусняшек. Ответственно заявляю, есть люди, которые раз и навсегда выбросили в помойку все неполезное. Также ответственно заявляю, что я к ним не отношусь. Не нужно стигматизировать еду. Мозг, осознав, что его навсегда лишили быстрого удовольствия, обязательно устроит нам срыв. Сахарный, мучной, колбасный запой. И если у вас нет медицинских состояний, требующих отказа от сахара или других продуктов, то есть все это можно. Дело в том, что мозг привык получать легкий дофамин, мгновенное удовольствие здесь и сейчас. Самый быстрый способ его получить – съесть что-нибудь вкусненькое. И тут вдруг вы лишаете его этого счастья. Когда мозг понимает, что больше он этого не получит, он справедливо полагает, что нужно есть, пока дают, делать запас. И даже если вы не хотите давать, он все равно вас заставит. Вспомните, сколько раз у вас так было? Хотите съесть всего пару конфет и опомниться не успеваете, как пакет уже опустел. Так вот, самый действенный способ не переедать калорийных вкусняшек – это не создавать давление и ажиотаж. Мозг должен знать, что он получит свою дозу быстрого дофамина. Но это должно быть сознательное, запланированное преступление, а не поедание конфет или колбасы под одеялом, а потом муки совести и страх весов. С мозгом легче будет договориться, если вы ему пообещаете, что он получит то, что хочет, скажем, в следующую среду, после обеда, с чаем в виде вот такого размера пирожного. И важно выполнить обещанное, получить удовольствие и не пытаться потом отработать съеденное. Я жуткая сладкоежка, я очень зависима от сахара, и отказаться от чрезмерного его количества было для меня очень сложно. Опытным путем я нашла свой способ. Он не всегда срабатывает, но чаще всего работает. В одном из следующих видео я еще об этом расскажу. Ну и четвертое заблуждение. Я обязательно похудею, надо только найти самую лучшую диету. Можно спросить в соцсетях: посоветуйте, пожалуйста, диету, которая вам помогла, и выбрать по наибольшему количеству голосов. Или выбрать ту диету, о которой убедительно рассказывает известный доктор. И не важно, что вы это не любите, а то, что вы любите в этой диете, нет. Что ваш возраст, ограничения по здоровью, образ жизни отличается от тех, кому эта диета подошла, что ваша семья это не ест. Но ведь эффективность-то доказана. Начать с того, что мне не нравится само слово «диета». Потому что диета – это то, на чем мы сидим ограниченное количество времени, чтобы привести себя в форму. И когда она закончится, а она закончится, наконец-то нормально поесть. То есть это всегда та самая неэффективная стратегия отказа от чего-то. Я возьму себя в руки, сяду на диету, потерплю, похудею. Потом, конечно, опять поправлюсь, но у меня есть волшебный ключик, та самая диета. Наберу, потом опять сброшу. Но оказывается, что измученный такими качелями организм с каждой итерацией отдает лишние килограммы все тяжелее, а набирает все быстрее. Так что забудьте про диету. Исключение, если диета содержит все те продукты, которые вы любите, а то, чего в ней нет, вы и так едите крайне редко. Но тогда это уже не диета, а ваше нормальное питание. Нет самой лучшей, самой эффективной диеты, потому что нет одинаковых людей. Лучшая диета та, которая не требует постоянных усилий, которой именно вы с вашими ограничениями по здоровью, предпочтениями, ресурсами, возможностями, образом жизни и предпочтениями вашей семьи сможете соблюдать бесконечно долго. Если вы не сверхчеловек, а я не сверхчеловек, у вас не получится поменять свою жизнь под диету. Помните, что всегда есть больше, чем один способ достичь результата. Экспериментируйте, наблюдайте за собой, ищите то, что подходит именно вам, и вы обязательно найдете то, что сработает. Впереди еще много интересного. До свидания.